Добрый день. Сегодня мы посетили еще один объект нашей компании, где находится в процессе монтажа инженерная система. Это промышленное здание. Здесь будет находиться производство изделий из алюминия. И здесь есть кое-что интересное. Я Петр Кузнецов из компании «Вектор Климата». Как мы видим, здание не новое, и новый владелец решил переоборудовать его под производство алюминиевой проволоки, в том числе сварочной проволоки. Технология изготовления интересная и основана на вытяжке проволоки в масляной среде. Происходит выделение паров масла, и это требует, конечно, отличной вентиляции. Предприятие представляет из собой два больших, вытянутых в длину и достаточно высоких цеха, в один из которых встроен цех упаковочный с отдельными специальными требованиями к климатическим параметрам. Об этом мы чуть позже поговорим. Есть также склад высокостеллажного хранения и пристроенные помещения вспомогательного назначения. Наша компания выполнила здесь проектирование и сейчас выполняет монтаж систем вентиляции, отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, а также тепловой пункт, в который мы попозже чуть зайдем. Работа сейчас в процессе, поэтому покажем то, что сделано. Мы сейчас в помещении будущей вент-камеры. Стены еще отсутствуют, но оборудование мы уже смонтировали. Здесь находится установка приточной вентиляции для одного из цехов производительностью 30 тысяч кубометров в час. Небольшая установка для склада готовой продукции. И еще одна установка как раз для цеха упаковки. Это интересная достаточно установка. Она обеспечивает поддержание требуемых климатических параметров в помещении упаковки. По стандарту заказчика упаковка готовой продукции должна производиться при влажности не более 40%. Соответственно, вот эта установка такие параметры обеспечивает. Здесь мы обошлись классическим способом осушения. Установлен фреоновый испаритель и секция вторичного подогрева. Она здесь электрическая, поскольку в летний период теплоснабжение здания не осуществляется, а как раз в летний период нам требуется наибольшее осушение. Особенности приточной вентиляции в данном цеху в том, что раздача выполнена из верхней зоны с помощью специальных сопел. Размер этих сопел и их количество подобрано таким образом, чтобы в рабочей зоне скорость воздуха не превышала нормативных значений. Преимуществ такого решения несколько. Во-первых, отсутствуют опуски воздуховодов в нижнюю зону. Это снижает количество воздуховодов и в итоге цену всей системы вентиляции. Ну и во-вторых, цех оборудован кран-балкой. Вот здесь ее видно. И, собственно, отсутствие опусков воздуховодов позволяет полноценно использовать эту кран-балку для производственного процесса. В соответствии с нормативами здание оборудовано системой дымоудаления для удаления дымовых газов при пожаре. Вентиляторы дымоудаления крышные, установлены на кровле, и мы туда сходим и посмотрим на них. Мы поднялись на кровлю здания, и здесь установлены вентиляторы дымоудаления, о которых мы говорили раньше. 10 вентиляторов дымоудаления по всему корпусу здания, каждой производительностью порядка 40 тысяч кубометров в час. Объемы воздухообменов рассчитаны для компенсации вытяжек от местных отсосов. Здесь можно видеть опуски воздуховодов местных отсосов с вентиляторами. После установки оборудования над ним будут установлены вытяжные зонты для минимизации распространения вредностей. Оборудование приточной установки для второго цеха ожидает своего монтажа. Вентиляторная секция. Подача воздуха в цех упаковки реализована через перфорированные воздухораспределители. Такое решение позволяет подать значительное количество воздуха непосредственно в рабочую зону, с достаточно небольшой высоты, и при этом соблюсти нормативные скорости воздуха в рабочей зоне. Мы находимся в тепловом пункте, тепловой узел всего здания. Здесь находится узел ввода тепловой сети. Представлю вам Сергея, он является руководителем производственного направления нашей компании, занимался непосредственно руководством монтажом на данном объекте.
Сергей, расскажи про тепловой пункт, что здесь особенного и интересного. Сейчас мы находимся в тепловом пункте. В рамках нашего проекта была предусмотрена полная реконструкция теплового ввода. Здесь мы видим трубопровод теплоснабжения ввода в здание, запорную арматуру, фильтрующие элементы, узел учета тепловой энергии, включающий в себя 2 преобразователя расхода и необходимые датчики температуры и давления. После узла учета теплоносители попадают в распределительную гребенку, куда подключены 2 смесительных узла. Это контур вентиляции теплоснабжения и контур отопления. Каждый контур имеет 3-ходовой клапан с электроприводом, который обеспечивает регулировку температуры в соответствии с графиком, и циркуляционные насосы, которые обеспечивают циркуляцию в контуре. Управление смесительными узлами и работу циркуляционных насосов обеспечивает щит автоматики, в котором установлен контроллер. Контроллер регулирует температуру теплоносителя в каждом контуре в зависимости от температуры наружного воздуха. На этом мы на сегодня закончим. Вернемся на объект весной, когда система будет запущена, покажем, что у нас получилось. Ну и заодно расскажем о нашем следующем объекте, новый производственный корпус, который будем начинать, расскажем, что мы там предусмотрим. До встречи на новых объектах.